Но знаете что? Я разобрался в этом. И когда был монтаж этого ролика командой Офиса Президента, они упустили одну важную деталь, одну важный отрывочек аудиозаписи. Послушайте, пожалуйста. Я приветствую всех. Продолжаем говорить о вещах действительно важных для Украины. И я говорю вам то, что вы не услышите больше нигде. Давайте вместе разберем виступлення Резнікова, і я прокоментую вам, що я думаю на этот счет. Кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і відчував дві речі. Перше, це воїн вже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге, вони виграли для мене час. Я тут п'ю каву чи займаю свої справи, тому що цей хлопець чи дівчина виграли мені час. Як тільки буде це усвідомлення, набагато швидше почнуть вирішуватися поточні проблеми. А что это вообще мы сейчас с вами посмотрели и послушали? Почему вот это создание выходит и опять что-то имеет против народа Украины? Почему он опять воспитывает вас? Что это за учитель в конце концов? Эта советская власть всегда занималась чем? Она всегда воспитывала людей, воспитатели. А сами делали то, что им нужно делать. То же самое делает Резников. Вы должны, когда увидите ветеранов войны, чувствовать то, делать то. Все уважают ветеранов войны, и все будут чувствовать то, что они индивидуально будут чувствовать. И для этого приказы, указания, воспитания от Резникова нам не нужны. У меня вопрос к Резникову. Выйди, расскажи про 36 миллиардов гривен, которые выведены со счетов Министерства обороны в виде предоплаты, в форме предоплаты, якобы за оружие. Эти деньги никогда уже Украина не вернет. Пускай расскажет, что чувствовать ветеранам войны, зная вот эту информацию. Что чувствовать народу Украины, зная вот эту информацию. Я вообще не понимаю, почему у всех глобальные претензии к народу Украины. Это народ Украины рассказывал, что войны не будет, шашлыки жарить. Резников сидел на ток-шоу на всех. И на вопрос, будет ли война, говорил, войны не будет, все это кипиш, русское ПСО. Не обращайте внимания, случилась война. Разворовано Министерство обороны, скандал на скандале. Он опять выходит и воспитывает наших людей. Продвигаемся дальше. Вообще непонятное видео от Ермака. Вот посмотрите, напишите в комментариях, что вы с этого поняли. Люди на фронті не рахують робочих годин. Мотивація наших бійців залежить від змін у країні. Ми разом маємо нищити корупцію та байдужість. Маємо створювати основу для економічного розвитку. Нашим героям важливо розуміти, яке майбутнє вони боронять. Окремо скажу про тих, хто все ще перебуває у ворожому полоні. Президент неодноразово казав, і я повторю, важливий кожен. І ми докладаємо максимум зусиль, аби розшукати та повернути додому всіх. Справедливе завершення війни, покарання агресора та побудову системи гарантій майбутньої підтримки, до якої приєднаються десятки країн. Цього ми прагнемо, щоб війна ніколи не повторилася, щоб нашим героям не довелося знову проливати кров. Всі ці пункти містить формула миру президента Зеленського. Разом із партнерами команда Офісу працює над її втіленням. Маємо конкретні результати. У Вільнюській декларації НАТО слова «Україна» та «Вступ» уперше стоять в одному рядку. Там же, у Вільнюсі, Велика Сімка ухвалила декларацію щодо безпекових гарантій для України. Наша команда понад рік боролася за цей документ. І тепер до нього долучаються дедалі більше країн. Їх вже понад 20. Територіальна цілісність та суверенітет України – не питання для дискусії. Це визнає світ. І це вже вкотре підтвердила недавна зустріч в Джеді, Саудівська Аравія, яку готувала команда Офісу. В ній взяли участь представники 40 країн. Наголошу, там обговорювали саме український мирний план. Наші партнери, і це не лише Захід, але й країни Сходу і глобального півдня погодилися спільно працювати над його втіленням. Підтримують сильних, тож мусимо бути гідними наших героїв. Мусимо зберегти людяність, єдність та взаємну повагу. Такий шлях до перемоги, такий шлях до майбутнього, до успішної країни, в якій хочеться жити. Я правильно понял, что это предвыборный ролик кандидата в президенты Украины Андрея Борисовича Ермака? Или я неправильно понял? Я вас еще раз прошу, напишите в комментариях, потому что какую практическую пользу этот ролик несет. Но знаете что? Я разобрался в этом.
И когда был монтаж этого ролика команды Офиса Президента, они упустили одну важную деталь, одну важный отрывочек аудиозаписи. Послушайте, пожалуйста. У меня нет двух жизней, у меня нет, я не кошка, у меня есть одна жизнь. Я нашел сейчас золотую середину, и руководство страны довольно моей работой. Если он хочет, чтобы у него был такой актив, как я, то пусть меня никому не сжигает и держит меня как Джокера. Это вы слышали прослушку, аудиопрослушку, которая заполонила весь Телеграм украинский. Это Николай Тищенко, кум Ермака, народный депутат Украины, друг нашего президента, который пытается крышевать под видом борьбы колл-центры. Ходит, их обелечивает, зарабатывает сотни тысяч долларов. Что-то Ермак не домонтировал, рассказывал под вдохновляющую музыку, какие реформы проведены, завтра Крым будет наш, экономика пухнет, весь мир нами восхищается, громадная работа проделана. Какая с этого практическая польза? Почему в начале ролика опять воспитание народа, какие-то вот эти вот моменты? Народ Украины и на фронте, и в тылу. Но есть другая каста, это вы, чиновники, которые допустили войну, которые устроили просто грабеж и населения, и государства во время войны. Этот народ, на который Резников пеняет, на которому что-то Ермак пытается объяснить, все остальные, они донатят каждый день. Уже люди нищие, и все равно с последних сил донатят. Другие воюют на фронте, такой же народ Украины. Что вы от всех хотите? Выйдите, расскажите о себе. Расскажите лучше, если быть серьезным и без популизма, как жить. Расскажите про Украину будущего, за которую идет война, за которую умирают люди. Но самый главный посыл этого ролика не в этом. Я требую от власти говорить народу Украины правду. Я скоро опубликую манифест из 10 пунктов. И одним из пунктов там будет: украинцы способны справиться с правдой. Мы не дебилы, мы нормальные, мы не малые дети. Мы все умеем думать. Не нужно нам рассказывать сказки. Скажите правду о потерях на фронте, скажите правду о планах, скажите правду о том, как будет жить Украина. С Крымом или без Крыма, с Донбассом. Что планируется, какая концепция, за что идет война. Скажите честно, будут выборы или нет. Скажите условия, при которых будут и при которых не будут. Только честно. И я объясню, почему это так важно. Когда мы не обладаем всей полнотой информации, мы с вами не можем делать правильный анализ, правильные выводы. Те, кто находится в Украине, могут принимать правильные решения, как им жить дальше. От нас всегда, также я напоминаю, как делала советская власть, как делает Путин в России, нас держат за дураков, проще говоря. Хотел сказать, отрезают часть информации, нет. Нас просто держат за дураков, с нами разговаривают как с какими-то умственно неполноценными, умственно отсталыми. Мы не дурнее Ермака, не дурнее Резникова. Мы способны справиться с правдой. Нам не нужна теплая ванна. Создали теплую ванну Зеленскому, посмотрите, чем это закончится через год-два. Вот такие Ермаки создали ее. Мы не Зеленские. Нам нужна правда здесь и сейчас. Горькая, сладкая, приятная, неприятная. Нам нужна правда для полноты картины. Особенно я обращаюсь к части населения, которым нравится жить телемарафоном, в розовых очках, одурманенными. Вы понимаете, так каши мы не сварим. Если мы строим что-то серьезное. Я на своем канале рассказываю про реформы, про кандидатов в президенты, очень вероятных, которые сейчас вот по миру будут в других странах. Вы понимаете, все вот эти предложения и обороты Зеленского, Ермака, Резникова, это тухляк, это порожняк. В этом уже нет ничего. Это все такое старье. Это как Запорожец сравнить с Теслой, самой последней. Мир уходит далеко вперед. Нам никто ничего по-настоящему нового не предлагают. Нас загружают постоянно войной. Они приняли в Раде поправку, по которой не может закончиться война, пока не будет границ 91 года. Это все способ узурпации власти, чтобы Зеленский и Ермак правили вечно. И никакого другого объяснения нет. Пускай президент выйдет и скажет, почему границы 91 года являются панацеей. Почему не какого-то другого года? Почему именно 91 года? Когда Зеленский пришел к власти, я напоминаю, никто не говорил о границе 91 года. В начале войны на переговорах в Минске тоже об этом никто не говорил. Почему сейчас такая идея? Ну, я этому вижу, нужно посвятить отдельное видео. Считаете, что я не прав? Возьмите
не знаю, листок бумаги, возьмите ручку. 2-3 дня позаписывайте вот такие вот месседжи из власти. Позаписывайте. Их будет 10, 15, 20. И сядьте спокойно. Не надо со мной. Сядьте, проанализируйте. На 15 минут побудьте независимым, без розовых очков. Кто вам сказал правду? Кто вам дал посыл на будущее? Кто вам вообще сказал о будущем? Нет, вас пытаются топить все время в войне. Да, идет война. Но надо отталкиваться от задачи. Мы хотим ее закончить? Или какая цель конечная? В чем конечная цель? Что будет считаться победой? Если граница 91 года, пусть объясняет логику таких решений. Путин будет сидеть и ждать, сложа руки. Посмотрите, что случилось с Пригожиным. Вы думаете, Путин будет, когда у него будут забирать то, что он считает своим? Мы своим, а он своим. Поднимет руки и будет смотреть на это спокойно? Или это гарантирует нам 100% безопасность? Пускай выйдут и объяснят. Давайте требовать, заставлять власть говорить с нами честно, как взрослыми, разумными людьми. Запомните, все остальное, путь очередной в никуда. Это просто пустая трата времени нашей жизни, жизни будущих поколений и вообще существования нашей страны. Мы молодая страна, мы можем стать лучшими в мире, принимая правильные решения, идя по новым концепциям, самым современным, делая самые смелые решения. Вас Зеленский с Ермаком вот так пытаются затащить в какое-то болото, с которого вылезти просто-напросто невозможно, потому что им это выгодно. Они все богатеют, все чиновники, они все под охраной, они живут совершенно другой жизнью. Они стали знаменитыми, они стали богатыми благодаря войне. Мы все обеднели и живем в постоянном стрессе. И неважно, в Украине, не в Украине, все равно настоящие украинцы все пропускают через себя каждую воздушную тревогу. Я по себе это знаю. И напишите в комментариях, кто за границей или у вас так. Я уверен, все напишут, что именно так. Задумайтесь над этим и покажите это видео своим друзьям. Пока.